Приветствую всех, дорогие друзья! Если вы следите за международной обстановкой, то вы, вероятно, знаете о ситуации на границе между Беларусью и Польшей. Там находится множество мигрантов из стран Ближнего Востока, из Ирака, из Сирии, из Турции, из Ливии, говорят. Słuchajcie, jak przejdą koncentrynę i dojdą do tego płotu, podsuwamy się tak. И все эти мигранты пытаются попасть в Европейский Союз. В первую очередь в Германию. We should be walking in German. Хочу подчеркнуть, что эти люди не являются никакими беженцами. Почему? Потому что для того, чтобы назвать человека беженцем, он должен получить статус беженца. Статус беженца – это юридический факт. Государство предоставляет статус беженца, и тогда вы можете называться беженцем, если вы беженец. А в данном случае данные люди являются вообще просто туристами, потому что они приехали на территорию Беларуси по туристической визе. Белоруссия дала им возможность приехать на свою территорию. И с территории Беларуси эти туристы пытаются попасть в страны Европейского Союза. Конечно же, это нелегально. Интересно наблюдать за белорусской пропагандой, в частности за Озаренком, который начинает оскорблять поляков, говорит, что они ляхи, пшеки, что они там совсем страх потеряли. Ну, давайте послушаем прямую речь. Я видел это. Хамский бесстыдный смех пшеков в лицо детям, умоляющим о глотке воды. Ляхи, с огнем играете? Или вы думаете, что никто не знает, для чего именно вы и организовали этот кризис, эту гуманитарную катастрофу? Пшеки, уймитесь! Не будет Америка за вас воевать. Историю свою забыли? 39-й год ничему не научил. Боевой мощи нашей армии достаточно для того, чтобы полностью разгромить весь ваш так называемый Балто-Черноморский союз. Я уже не говорю про потенциал союзного государства. С моей точки зрения, это, конечно же, розжиг конфликта. То есть задача таких вот персонажей, как Озаренок, как можно больше спровоцировать людей на эмоциональную реакцию, чтобы люди начали друг друга оскорблять, чтобы разжечь костер ненависти между народами, чтобы спровоцировать, например, Польшу на военную операцию в отношении Беларуси и втянуть даже в это Российскую Федерацию. Потому что, например, Российская Федерация, она экономически не может тягаться с развитыми странами мира. Но в военном плане она может попытаться выиграть себе какие-то козыри. Именно в военном плане. Есть такое мнение, что ситуация на белорусско-польской границе является отвлекающим маневром Российской Федерации. Что на самом деле Российская Федерация скрывает свои перемещения войск в отношении Украины. За всей массовостью российской и белорусской пропаганды в отношении событий на границе Беларуси и Украины, российская пропаганда почему-то не заметила один очень важный факт, одну очень важную новость. А именно, 13 ноября 2021 года в польских новостях вышла новость о том, что генерал Скрипчак не сомневается, мы оккупируем Беларусь за 3 дня. Сильные слова генерала. Вот мы видим это издание, Суперэкспресс называется, и смотрите, что здесь написано. Ситуация на польско-белорусской границе стремительно выходит из-под контроля. В четверг президент Беларуси Лукашенко, 67 лет, сообщил о попытках доставить оружие и боеприпасы курдам, разбившим лагерь у границы, и обратился в Минобороны России за помощью в патрулировании границы. Война не за горами, а Лукашенко боится конфликта с использованием армии, потому что в случае войны без поддержки Путина это займет 3 дня. И у нас есть Беларусь, говорит генерал Вальдемар Скрипчак. Эта статья является оригинальной, но обращаю ваше внимание, что здесь перевод осуществлен автоматическим переводчиком в Гугле. И мы здесь видим такие термины, как «оккупировать Беларусь». Здесь нужно быть очень аккуратным, потому что мотивация Польши как раз не в том, чтобы оккупировать, занять Беларусь и присоединить территорию Беларуси к Польше. Нет. Польша никак это сделать не может, потому что в 1975 году был заключен Хельсинский пакт, соглашение о том, что европейские страны уважают границы друг друга, и изменение границ не может произойти с помощью силы. Да, если, например, Беларусь откроет огонь по польским солдатам, по солдатам армии НАТО, тогда, возможно, у солдат Польши появится право провести военную интервенцию в отношении режима Лукашенко. Подчеркиваю, что Лукашенко не признан Европейским Союзом и мировыми странами, большинством стран, официальным президентом Беларуси. Это же новость на другом польском ресурсе msn.com. Генерал Скрипчак, 3 дня и мы оккупируем Беларусь. Также обращаю ваше внимание и здесь на переводчик автоматический, что слово оккупируем, оно полисемантично в английском языке и не совсем корректно переводит его на русский, с польского на русский.
займем Беларусь, либо возьмем под контроль, скорее более корректный перевод. 3 дня и Беларусь. Генерал Вальдемар Шипчак подчеркивает, что для возникновения конфликта должны произойти две вещи. Путин должен твердо поддерживать Лукашенко, а Беларусь должна применить оружие. Но, на мой взгляд, это не произойдет, потому что Беларусь слишком слаба, рассуждает он в интервью Суперэкспресс. Военный добавляет, что без поддержки России Лукашенко совершенно беззащитен. В случае войны без поддержки Путина это займет 3 дня, и у нас есть Беларусь. Обращаю ваше внимание на переводчик. По словам генерала Шипчака, бывший командующий сухопутными войсками Польши не исключает, что в случае польской интервенции в Беларусь может вспыхнуть восстание против Лукашенко. НАТО решительно осуждает Беларусь. В пятницу Североатлантический совет решительно осудил длительную инструментализацию незаконной миграции, искусственно созданную Беларусью. В НАТО подчеркивает, что искусственно созданный в Беларуси миграционный кризис нацелен на Польшу, Литву и Латвию. Самое интересное, что российская и белорусская пропаганда почему-то эту новость, слова генерала, не замечает. Уже прошло 3 дня, а россияне об этом ни слова. Как вы думаете, почему? Если вы поддержите то, что я делаю, вы можете помочь мне в борьбе с российской дезинформацией, с российской пропагандой, тем, что вы обязательно подпишитесь на мой канал, если еще не подписались, поставите лайк этому видео и напишите, конечно же, комментарий. А если вы хотите больше помочь в продвижении этого контента, то поделитесь этим видео в ваших социальных сетях. Спасибо, что смотрите.